Привет, народ! Меня зовут Александр Зимин, я живу во Флориде, и я занимаюсь M&A-сделками в США, в Майами, в Нью-Йорке, в Техасе и, возможно, скоро в Калифорнии. Мои друзья настояли и рекомендовали мне начать свой YouTube-блог и размещать различные видосики. Я думаю сделать первый цикл видео, как оценивается бизнес, сколько он на самом деле стоит, как на это смотрит продавец, как на это смотрит покупатель и чем отличаются сделки. Начнем мы с первого примера. Классический бизнес в B2C секторе, оказание каких-либо услуг, не имеет значения каких. Есть бизнес, который продается, есть покупатель, который хочет купить этот бизнес. Мы приходим к продавцу, и продавец называет сумму в $1 миллион. Он говорит, мой бизнес приносит 150-120 тысяч долларов в год, последние 7 лет, он супер стабильный, супер классный, и я хочу мультипликатор x9, x10. Как я услышал об этом на различных бизнес-тренингах, бизнес-форумах, я тут походил, и вот говорят все, мультипликатор x10 это окей, и я хочу $1 миллион. Продавец считает, сколько его бизнес приносит денег, сколько лет он в своем бизнесе, насколько он его любит, и для него это его детище. И поэтому он к нему относится как к чему-то супер уникальному. А покупатель смотрит на этот бизнес с той точки зрения, сколько он сможет зарабатывать на этом бизнесе после того, как продавец выйдет из этого бизнеса. И вот здесь очень такой ключевой момент, что может быть такое, что все продажи, все сделки завязаны на продавца бизнеса, и когда туда придет покупатель как новый собственник, он не сможет получать той же самой прибыли. Одна из самых простых проверок в этих условиях, а сколько бизнес будет зарабатывать после того, как уйдет собственник, и после того, как уйдет та оптимизация, которую сделал собственник за последние 10-15 лет этого бизнеса. Может быть так, что в этом бизнесе половина сотрудников сидят без индексации зарплаты последние 10 лет. Какие риски мы несем и сколько у нас на самом деле денег останется после того, как уйдет собственник, и останутся те люди, останутся ли эти люди, не уйдут ли часть вместе с ним, не держатся ли за этот бизнес часть людей, которые находятся в этом бизнесе только из-за старого собственника. Поэтому нам нужно взять все зарплаты, которые есть, которые платятся, договора аренды, все, что есть в этом бизнесе, и перемножить это на рыночную цену сегодня. Вот он сам как директор, он начисляет себе зарплату или не начисляет себе зарплату. Какую он себе зарплату начисляет? Может быть, он показывает себе в виде зарплаты 40 тысяч, и прибыль компании 100 тысяч, это вместе 150 тысяч, а рыночный директор в таком бизнесе будет просто стоить 150 тысяч в год. Из этого и складывается цена. Вторая история, что у нового покупателя бизнеса нету тех же возможностей, тех же условий, как у старого владельца. Например, часть машин, которые находятся в этом бизнесе, которые используются в бизнесе, в доставке, еще где-то, и они лежат в отчетности финансовой, полностью принадлежат собственнику на его личное имя, и он их заберет, как только выйдет из этого бизнеса. Например, помещение, в котором сидит этот бизнес, принадлежит какому-то близкому родственнику, партнеру, близкому другу, и сейчас он там находится на очень льготных, лояльных условиях. И когда заканчивается этот договор, когда собственник помещения сможет изменить цену, и если мы посмотрим опять же рыночную цену этого помещения, она может оказаться совершенно другой, или ему уже 10 лет не повышали аренду, а при смене собственника, скорее всего, будет перезаключен новый договор по новой цене. И вот эти вот тонкости, эти моменты, их обязательно нужно учитывать. Какое оборудование он использовал, чье это оборудование. Это личное оборудование, какое-то арендованное частично оборудование. Что с ним будет происходить дальше? На эти моменты, на все тоже обязательно нужно обращать внимание, особенно на износ оборудования. Может так оказаться, что из него сейчас выжимают просто остатки, либо оно уже морально устаревает, его нужно будет скоро. Третья история – это мультипликатор. Как мы уже вначале сказали, что продавец использует мультипликатор 1 к 10. Почему он его использует? Ну, потому что он об этом услышал где-то на бизнес-тренингах, где-то в каких-то разговорах в бизнес-кругах. Мы там а-ля в венчуре считаем x10, у тебя классный бизнес, считай его тоже x10. Тут как раз кроется очень много ошибок. Как понять, как нам оценить мультипликатор? На самом деле очень много нужно учесть факторов для правильной оценки этого мультипликатора.
Но в первую очередь, что самое важное, это нужно понять, насколько стабильно покупатель сможет получать ту прибыль, на которую сейчас ссылается продавец. То есть насколько продавец может гарантировать стабильность дохода этого бизнеса. Может ли это быть 10 лет для мультипликатора x10? Может ли это быть x5 для мультипликатора x5? Может ли это быть x2? Да? Предположим, этот бизнес классный, хороший, оборотка больше $1 миллиона, доходность 150 тысяч, но в этом бизнесе два ключевых клиента, которые забирают на себя 80% оборота. Насколько мы можем быть уверены, что эти два клиента и дальше продолжат работать с этим бизнесом, что у этих двух клиентов ничего не случится. И тогда мы очень сильно должны понизить мультипликатор, потому что он завязан всего на двух клиентов. Если это какой-то проект длительностью в 5 лет, мы получаем 5 лет мультипликатор. Если это договор от года к году, то это мультипликатор, который может нам прогарантировать максимум год. На каком этапе тогда мы находимся? Опять же, возвращаемся к договору аренды. Да? А через сколько у нас заканчивается договор аренды? И если этот договор аренды без поднятия цены последние 10 лет, а за последние 10 лет цена аренды выросла, возможно, даже в разы, то тогда вся прибыль схлопывается, как только договор будет перезаключен. А он будет перезаключен с новым собственником. И тогда мы снова не можем говорить о каком-либо мультипликаторе даже x5, потому что у нас заканчивается договор и у нас изменяются условия аренды. Будет ли этот бизнес рентабелен после того, как мы заключим новый договор аренды? Что делать? Если вы продавец и планируете продать бизнес, даже на самом деле, если не планируете продать бизнес, начинаете готовиться к продаже бизнеса за год, но на самом деле нужно готовиться к продаже бизнеса в момент основания этого бизнеса. Вести правильно документацию, вести правильно отчетность, хотя бы раз в 3 месяца садиться и думать о том, конечно, это нужно делать не на этапе, когда бизнес еще только строится, но когда вы вышли уже на какую-то доходность, уже на какую-то такую историю, нужно думать, а что я могу показать в своих цифрах для того, чтобы, например, привлечь финансирование, для того, чтобы привлечь каких-то партнеров. А что, если я захочу продать завтра бизнес, на что будут смотреть, какие ключевые показатели будут смотреть. Обсудить это со своими партнерами, с людьми, которые завязаны в вашем бизнесе. Если у вас есть в найме ваши родственники, нужно подумать, что вы с ними будете делать, потому что если вы при продаже бизнеса продаете их со своими родственниками, то, скорее всего, они не будут участвовать в оценке бизнеса, да, они будут участвовать как неликвид этого бизнеса, и они негативно повлияют на оценку бизнеса всегда. Нужно об этом думать. Посмотрите, какие цифры, показатели можно улучшить. Где-то, может быть, за это время обновить какую-то технику. Где-то, может быть, наоборот, избавиться от каких-то неликвидов. Если вы решите продавать бизнес завтра, слишком много вопросов будет у покупателей. Поэтому всегда нужно готовиться заранее. Нужно подойти к этому вопросу и посмотреть со стороны. Если бы вы покупали этот бизнес, на что бы вы обратили внимание, что бы вы хотели приобрести? Вот на самом деле, вот он простой пример, когда продавец всегда хочет больше, покупатель всегда хочет меньше. Нужно понимать, что разница между оценкой мультипликатора x2 или x10 $800 тысяч в данном конкретном случае. Это как вот с кафешками, да как и рестораны, весь успех от локации. Если тебе повезло с локацией, тебе повезло со всем остальным. В общем, меня зовут Александр Зимин. Я постараюсь выкладывать видео на тему оценки бизнеса с какими-то кейсами. Мы с вами походим, погуляем, посмотрим в будущем по разным предприятиям. Я больше в машиностроении, в производственной истории. Больше у меня компетенций. Я думаю, что мы сможем провести несколько экскурсий по производствам здесь, в США, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, в Техасе, во Флориде. Я думаю, что мы сможем сделать какой-то цикл видео на несколько компаний от начала приобретения и до завершения сделки, и посмотрим, какая дальнейшая будет история. Ну, это на будущее так вот загадываем.